Я вас приветствую. Меня зовут Садовская Регина Наилевна. Я врач-акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики. Сегодня я хотела бы с вами поговорить на очень интересную и важную тему, как определение беременности и признаки беременности. Первое – это признаки беременности. Многие женщины начинают ощущать признаки беременности еще до задержки менструации, либо уже после задержки менструации. Это такие признаки, как тошнота, головокружение, как нагрубание молочных желез, отечность, тянущие боли внизу живота. И это является косвенным признаком беременности и не всегда определяет беременность. Психика женщины очень лобильна, и поэтому женщины, особенно желающие очень и ждущие беременность, часто могут ощущать эти признаки даже без беременности. Поэтому это не является показателем того, что беременность действительно есть. Давайте разберем четкий алгоритм для того, как же нам определить, есть беременность или нет. Есть несколько способов определения беременности. Первый, самый простой в домашних условиях, это тест на беременность. Тесты на беременность бывают различные. Самые дешевые, которые показывают две полоски, также электронные, которые могут показать срок беременности. И все эти тесты основаны на том, что они определяют наличие хорионического гонадотропина человека в организме женщины. Он вырабатывается только при наличии беременности. То есть положительный тест указывает нам на то, что беременность действительно есть. Есть, конечно, некоторые заболевания, которые очень редко встречаются. Это злокачественное заболевание, при котором также появляется в анализе мочи, в домашнем тесте, положительный тест на беременность. Эти заболевания, естественно, определяет только врач. И здесь уровень гонадотропина человека, он совершенно иной, не как при беременности. То есть положительный тест в большинстве случаев наталкивает нас на то, что беременность есть. А как же быть с отрицательным тестом? Здесь уже два варианта. То есть либо беременности нет, и тест отрицательный, либо беременность есть, но либо она на ранних сроках, либо она патологическая, и в дальнейшем нужны дополнительные исследования. Второе Two. обязательное условие наличия беременности – это задержка менструации. Регулярный цикл женщины длится от 21 до 35 дней. И когда женщина знает свой цикл, смотрит на регулярность своего цикла и определяет, что есть задержка более 3 дней, то это должно ее натолкнуть на мысль, чтобы сделать как минимум тест на беременность. Многие говорят о том, что при беременности возможна менструация. На самом деле это не так. Это не менструация, это кровянистое выделение при угрозе прерывания беременности. То есть если есть беременность, но есть кровянистое выделение, это повод обратиться к врачу и узнать о том, нет ли угрозы прерывания беременности, либо внематочной беременности. Поэтому необходимо наблюдать за своим менструальным циклом. И третий способ определения – это анализ крови на хорионический гонадотропин, на ХГЧ. По уровню ХГЧ можно определить срок беременности и совместно уже с УЗИ определить, беременность находится в матке, либо она внематочная. И четвертый способ определения, уже точный способ определения беременности, это ультразвуковая диагностика. Я рекомендую проводить ультразвуковую диагностику при отсутствии каких-либо жалоб через 5-7 дней от начала задержки менструации. Потому что при небольшом сроке задержки 1-2 дня, либо при отсутствии задержки менструации, УЗИ может не показать. Лучше всего даже проводить ультразвуковую диагностику через 10-12 дней после задержки. И в этом случае мы тогда сможем определить не только наличие беременности в матке, но и также сердцебиение плода. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы определить, беременность развивается ли она правильно, либо она замерла. То есть это не только наличие плодного яйца в полости матки, но также и наличие сердцебиения. Определить, какой способ необходим для вас, какой более приемлем, который более подходит вам, можно на консультации врача-акушер-гинеколога, либо на онлайн-консультации.
вы можете обратиться ко мне, и мы конкретно для вас составим план, по которому мы будем определять беременность.